Всех приветствую, дорогие друзья. Давненько я не записывал видео. YouTube любит дисциплину. Ну, как-то не получается у меня постоянно. То я занят, то у меня настроения нету. Поэтому решил записать сегодня такой мини-влог, семейный влог. У меня сегодня выходной. Пойдем погуляем, немного скупимся. Там жене решили купить наушники. Вообще надо как-то познакомиться, я думаю, рассказать немного про себя. Это я тоже бы хотел сегодня рассказать, кто я есть, откуда. То подписчики подписываются, на самом деле не знают, кто я вообще, что я. Поэтому будем потихоньку раскрывать все карты. Со мной в коллективе сегодня моя жена и дочь Валерия, да? Помахай привет. Не? Так, сейчас идем, купим жене наушники. Потом, наверное, сделаем распаковку на них. То они такие прикольные, не знаю. Может, кому будет интересно. Ну и погуляем. Пока идем в магазин, немножко расскажу про себя. Кто я вообще такой. Зовут меня Саня. Ой, мне 33 года. Я из-под Мариуполя. Оказался тут, по всем известной причине. Живу в Швейцарии, возле Берна. Небольшой такой есть городок тут. Не буду пока раскрывать, где именно. Потом работал я на заводе, потом стал моряком. Долго моряком проработал. Ну, а сейчас я работаю механиком, агромехаником. Хочу, конечно, снять видео про работу, полностью рассказать, как искать, потому что кто знает, как искать в Швейцарии работу, это очень сложно. Поэтому я хотел бы рассказать подробно, как я искал, как вообще тут все это происходит. Я думаю, кто здесь, это будет интересно. Ну, в основном уже, наверное, люди знают, которые тут ищут. Ну, я могу тоже что-то подсказать, отдельный совет какой-то. Работаю механиком. Жена у меня Алина тоже работает. Малая ходит в садик. Ну, не садик, а ясли. Они называются тут Кита. Только недавно начала ходить, поэтому тоже интегрируется. Ты спрашивал, сколько стоили капкейки, которые я готовлю? Вот тебе ответ, 6,50. Подходим к магазину. Сейчас зайдем, заберем наш заказ. Надеюсь, он будет готовый. А потом вечером, как придем домой, сделаем распаковку. Сейчас стартовали Black Friday, Черная пятница. Оп. Разные акции. Потом расскажу, за сколько мы взяли эти наушники. Все, заходим, спрашиваем, где наш заказ. Забрали наушники. Сейчас идем. У нас приезжает Кока-Кола, фура праздничная. Немножко вокруг нее погуляем, посмотрим. Ну, обещает там какое-то шоу. Ну, или не шоу, или, наверное, скорее всего, поставят фуру. Будут какие-то там Кока-Колу выдавать или что-то такое. Поэтому направляемся туда. Расскажу немного про наушники. Я не аудиофил и не особо в них сильно понимаю. Пользуюсь я AirPods Pro. Они меня вполне устраивают. Классная штука. Все работает. Ну, а те, которые мы заказали, не совсем для другого. Это так, полноразмерные наушники. Как говорят там блогеры, если уметь настраивать эквалайзер, а эквалайзер там говорят такой податливый, что можно довести их до топовых наушников Sony
и они вполне будут звучать хорошо. Покупались они для того, Алина говорит, мы когда с малой играем, она занимается немецким, сильно мы кричим, ей не слышно. И она хочет полностью изолироваться от нас, когда занимается немецким. И там вроде нормальный шумодав, пассивный, активный. И режим прозрачности тоже хороший. Ну, это когда ты можешь говорить, слушать музыку, точнее, и все слышать вокруг себя. И предлагал я ей, как у меня, конечно, но она не захотела. Хочет что-то полноразмерное. Она тоже любит музыку слушать, поэтому сошлись на этих. Ну, характеристики я особо не знаю. Знаю, что не работает долго. Бас там какой-то сумасшедший. Кнопка плюс усиление баса. Ну и вполне, в принципе, нормальные. А покупали мы их на Черную Пятницу за 90 франков. Это 90 евро. А на самом деле они стоят 135. Поэтому 45 франков мы сэкономили. Ну, я считаю, это хорошая цена. Если они стоят за сотку, а мы купили подешевле. Все, направляемся в сторону Кока-Колы. Там чуть-чуть тоже поснимаю, покажу. К нам заехала машина Кока-Колы. Там можно будет взять банку Кока-Колы со своим именем. Конечно, очередь огрометная. Также вы можете прийти, сесть, пообщаться с Санта-Клаусом. Ну, такое для общего развития довольно-таки интересно. Сейчас немного поснимаю. Эта фура приезжает по разным городам Швейцарии и устраивает такой небольшой праздник. Люди приходят. Ой, вот Детки общаются с Дед Морозом. Вот здесь можно будет сделать надпись со своей Кока-Колой. Ну, тоже ждем. А там в очередь. Надеемся получить свою баночку с надписью имя. Конечно, очередь большая. Также есть такие стенды, где можно сделать фотку на фоне фуры праздничной. Дети в восторге. Да и взрослые тоже. Вот фотозона специальная. Надо тут будет сфоткаться тоже. Такой у нас небольшой праздник. Приближается все к Рождеству. Уже все украшают свои дома, свои магазины тут. Ярмарки. Все очень красиво светится. Гирлянды везде. Так, подходит наша очередь. Так, этот процесс сейчас поснимаю немного. Пойдем. Алло. Валерия. Das ist Valeria. Valeria. So, Mit zwei A. Ой, zwei I, sorry. Я. okay. Und für dich? Alina. So. Ja. Danke. Und Für Sascha. Papa. So. Ja. Perfekt, super. Danke schön. Vielen Dank. Все, теперь ожидаем. Становимся в другую очередь.
чтобы забрать. Получил я наши баночки. Так они выглядят. Саша, Алина, Валерия. Спасибо Кока-Коле. Немножко настроение наше поднялось. Все, теперь возвращаемся. Все, вернулись мы уже домой. Сейчас будем делать распаковку. Покажем, что внутри, что это за наушники и так далее. Так, ну из всего, что я понял, 30 часов работает при активном шумоподавлении. Супер какой-то бас тут. Ну, больше ничего не понял. Цвет у нас белый, ну на самом деле не бежевый. Начинаем открывать. Я не специалист там какой-то серьезный. Я буду рассказывать со слов обывателя. То есть, какая цель? Одеть, включить музыку, чтобы музыка классно играла. Если тебе надо шумоподавление, включить шумоподавление, чтобы ты изолировался. И если тебе надо, чтобы ты включил был режим прозрачности, чтобы ты музыку слушал и окружающую среду. Начнем открывать. Работают они, кстати, вот написано, с айфоном, айподом. Поддерживают Alexa и OK Google. Также Spotify Tab, это от приложения Spotify, кто пользуется. Так, начнем. Кортик мой уберем. Угу. Хрен еще их откроешь. Наклейка. Так. Все в картоне. Экологическая упаковка. Так, вот тут нас встречает инструкция, как, то есть отсканировать QR-код, включить и подсоединить. Ничего там больше нету. Тут гарантийный талон, 360 Reality аудио, ну это спецэффекты. Для регистрации, инструкция, мануалы. На каких языках? На английском. Польский какой-то есть или, не знаю, похожий на русский или белорусский. Ну, на коробке написано «Выработано 10.2024». Украинский. Такой кейс, ну, очень классного качества, конечно. Он такой не из ткани, он какой, не знаю, как описать. Тут приклеено такой шильдик Sony резиновый. Ну, очень классно чувствуется, прям качество классное. Ничего себе. Вот так они выглядят, наушники. Они складываются. Я смотрел обзоры на них. Люди там, которые занимаются музыкой, подбирают там наушники, топы, не топы. Говорили, что если правильно их настроите по эквалайзеру, то есть они поддаются эквалайзеру, их можно прям сделать как топовые XM6 или XM5. Ну, те, конечно, стоят в 3 раза дороже. 300 с чем-то, а эти 90. Так, тут у нас есть кабель мини-джек 3.5 Sony. И кабель для зарядки Type-C
Type-A. Все, все, что есть. Сейчас возьмем телефон, подключим дискотеку эту всю и послушаем. Хоть примерно скажем, как они звучат. Но я думаю, они классно звучат, потому что материалы очень такие качественные. Не знаю. Мне очень лично нравится. На мою кабину оно будет, может быть. Да не. Удобно даже. Не знаю, я никогда не носил их, я в них ничего не понимаю. Что правильно? Да, лево, право. Ну если бегать в них, вот давайте попробуем. Попрыгаем даже. Вот так даже. Да нормально. Не спадут, если бегать в них. Не знаю. Тушку мягкий кожзам. Прям подушечки такие. И тут такой же. Не знаю, как по мне, отлично сидят, но не мне их носить. Я хочу сейчас их подключить, включить музыку на них и попробовать на моих AirPods Pro 2. Ну, у меня обычные вот эти вставлялки, но они классно звучат, мне нравится. А от этих я не знаю, что ожидать. Сейчас все настрою и потом включу, расскажу, как они звучат. Так, сделал я тесты этих наушников и этих. Ну, самое главное, жене очень понравилось. Она прям плясала. Что я хочу сказать? Вот у меня вот эти. Как по мне, вот эти намного практичнее, намного удобнее. Звук тут чище. Не настраивал я тут эквалайзер. Я еще поищу информацию, как правильно это делать. Но тут бас такой, вот для любителей, кто любит басы. Тут бас такой, он лупит, что ж соседи, наверное, пройдут, скажут, делай потише. Он реально лупит. И вот эта кнопка ульт, где она? Вот она. И вообще без нее надо слушать. Если нажимаешь, он еще лупит больше. Но жена говорит, мне это очень нравится. Ну, басисты. Ну, как по мне, эти вообще, по басу они проигрывают, если выключена вот эта кнопка. А если ее включить, это прям вообще, ну, лупит прям. Ну, четче показалось мне звук здесь, на моих вот этих маленьких. Опять же, я не настраивал эквалайзер. Говорят, эквалайзер тут очень податливый, он прям... Мне показалось, что вот эти сильные басы прям все, ну, как задавливают вот эти средние, высокие. Ну, если их сейчас поправить, что я сейчас займусь, мне кажется, будет звук шикарный. Я не знаю, какой там звук за 400, за 300 евро на дорогих. Но тут он шикарный. Но их просто надо отрегулировать. Так с коробки, для меня это показалось сильно, прям сильно бас. Сильный прям. Но само ощущение в них отлично. То есть ты их ходил, ты их почти не чувствуешь. Они легенькие. Вот так их можно носить, я знаю, как-то там вот так люди носят. Так вот. Ну, я так бы их не носил, мне шею дает. Может, у меня ж комплектация другая. Ну так, носить их можно, потом хоба. Раз. А не, неправильно. Вот так. Вот так их носишь. И потом хоба. И врубил. Тут сенсорное управление. То есть там переключить трек, сделать громче, звонок подтвердить. Ну, отлично. Мы проверили шумоподавление. Оно классное. И режим прозрачности говорили, что он якобы там немного какой-то электронный, типа, не знаю. Вот с эти классно. Режим прозрачности. Но эти ничем не уступают. В этом плане, конечно, вообще. И все работает отлично. Приложение понятное, все можно настроить. Тут столько фишек. То есть, понятно, с Apple экосистема у них лучше, а эти просто работают классно, плюс с программой. Если их сейчас настроить и получится вот это все выровнять, средние, высокие,
Ну, или и бас немножко убавить, как по мне. Но жене не надо его убавлять. Я думаю, это шикарные наушники. Я никогда не имел дела, но мне кажется классно. Плюс, ну, они слаживаются вот так. Ну, очень. Короче, Алина заценила, мне понравилось. Купил бы я их себе? Нет, вот это лучше, как по мне. Потому что в карман кинул и пошел. А тут надо в сумку ложить, доставать. Ну а так, по звуку, если вы там дома их только используете, это вообще классно. Я, конечно, буду просить гонять их дома, там музычку послушать. То, что есть такая музыка, которая, ну вот это прямо, ну. А, забыл сказать, тут еще кодеки. Кодеки. Не знаю, долго их искать. Я знаю, там классно есть кодек LDAC называется. И он прям звук выводит шикарный. И они поддерживают их можно слушать с этим кодеком. И опять же можно подключать к компьютеру с минимальной задержкой, кто играет в игры на проводе. Да и так у них задержка минимальная тоже. Короче, шикарные наушники. Все, всем спасибо. Всем пока.